Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Дом в Португалии. Меня зовут Костя, и сегодня очередной спецвыпуск. Сегодня мы погуляем по моему саду, огороду, участку и посмотрим, что же сейчас растет и какой статус. Сегодня, судя по календарю, 22 августа, и обзор будет именно на эту дату. Важно, в этом выпуске вы увидите то, что еще я не показывал. К примеру, как я подвязывал уже высокорослые томаты, или, к примеру, вы видите, что дом стал немножечко таким облезлым, поменялись окна и многое-многое другое, потому что ролики я стараюсь выкладывать в хронологической последовательности, а этот выпуск вырывается из временного континуума и хочется показать вам то, что происходит сейчас в конкретную дату. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать ваши комментарии. Поехали! Сегодня у меня в гостях большое количество друзей, поэтому вы будете видеть иногда кадры, когда они что-то помогают здесь делать, таскают горшки, собирают урожай. И если получится какой-нибудь красивый кадр, я обязательно вам подсниму. Раз мы уже здесь, стоим в розарии, давайте вот я вам покажу это великолепие. Сейчас розы в самом соку, что ни на есть. Не так давно я выкладывал видео про обрезку роз, очередную третью обрезку, и это вот это третье цветение сейчас происходит. Очень пышные такие розовые кусты, мне очень нравится. Новые побеги не болеют, это радует. Старые по-прежнему есть вот эта вот черная бурая пятнистость роз, но в целом ничего критичного. В розах, как я и сказал, я посадил цинии. Сейчас они уже цветут, вид потрясающий. Наверное, одно из самых лучших моих решений было посадить в ноги к розам цинии и газании. Газании хорошо развиваются, но пока еще не цветут. Им достаточно много времени нужно для того, чтобы войти в фазу цветения. А вот, конечно, цинии, это красотки. Разные совершенно цвета, бархатные шапки, такие махровые соцветия. Восторг. Как я и рассказывал, их я буду обрезать к осени покороче. Сейчас наслаждаюсь. Буквально здесь же рядом, около розария, у меня есть еще такая длинная стена, где вот я недавно общался с сеньорой Аделайдой, соседкой, и здесь вот растет виноград. Также вот рядом я посадил разные цинии махровые. Цинии, стоит сказать, что именно эти я сажал уже достаточно поздно. Это поздняя рассада, мне кажется, в июле. И они достаточно быстро наросли. Быстро выдали соцветия, и стоит сказать, что в сравнении с другой посадкой, которую я делал весной, эти чувствуют себя сильно лучше. Они здесь более в таком тенистом месте, не так сильно горят на солнце, потому что другие, которые у меня у дома находятся, которые я сажал по весне, они прям на солнышке выгорают моментально, и вместо таких цветных шапок выдают такие немножечко
выгоревшие на солнце, но тоже красиво. Здесь, как я и сказал, у меня растет много разного винограда. Вот такие прекрасные грозди. Хоть именно этот виноград, это все-таки столовый для вина, но ягода небольшая, но вкус вообще восхитительный. Очень сладкий. Да, косточки есть, но вкус восторг. Можно, как знаете, как семечки брать гроздь, смотреть какой-то сериал, фильм вечером и просто закидываться. Восторг. Здесь его очень много. Здесь у меня растет несколько сортов. Вот в этой зоне около 3. Белый и, собственно, вот черный виноград. Сразу уточню, в этом году виноград я никак не обрабатывал, не подрезал и, честно, совсем не ухаживал. Ну, не до этого мне было, когда нужно было его обрезать, формировать, удобрять, обрабатывать медосодержащими препаратами. Я сломал ногу и передвигаться по участку, конечно же, не мог. Кто, если не я? Но, несмотря на все это, он поболел, немножечко так повредничал, но все равно выдал вот прекрасный вот такой вот урожай. Это беседка, которая полностью оплетена виноградом. Здесь есть также черный и белый виноград. Очень красиво смотрится. Он накрывает вот такой вот шапкой всю вот эту перголу. Здесь можно даже сидеть днем. Часто здесь завтракаю с друзьями. И очень удобно руку вот так вот поднял, сорвал виноград и ешь. Виноград здесь один из самых вкусных на участке. Белый виноград просто восхитительный. Вот такие крупные грозди. Он небольшой, я бы даже сказал, может быть мелкий, но сладкий, сочный, с него прям сочится сок. Этот виноград болел больше всего. Вот его одолела ложная мучнистая роса, или как-то так это называется. Вот самая главная болезнь винограда, одиум, амодиум, забыл, как называется. Но он все равно выдал урожай. Клянусь, что в будущем году я не допущу никаких ошибок, обработаю все. Я спустился чуть ниже на терраску. Здесь у меня практически ничего не растет, кроме пары цитрусовых деревьев и декоративных тыкв. Это мандарин. Этой весной, вот в марте, когда я купил дом, дерево было абсолютно пустое, ни одного плода не было. Сейчас же оно выдает огромное количество мандаринок. Просто все усыпано в достаточно неплохом состоянии. Оно не болеет. Поначалу его атаковала тля, муравьи, все на свете. Я ничего не делал с этим. Решил, посмотрю, что получится. Все хорошо. Оно само всех выгнало. И, конечно, плодов просто все усеяно красивыми мандаринками. Здесь же недалеко у меня есть огромное дерево мандариновое, и вот как раз-таки весной, в марте, оно было завалено плодами. В этом году оно решило немножечко отдохнуть, как мне кажется. Плодов не так много, я бы сказал, даже немного, и оно, может быть, не то чтобы болеет, но как будто бы у него нехватка микро- или макроэлементов, потому что листва сама по себе желтая, немножко подвыгоревшая на солнце. В общем, если знаете, как удобрять такие огромные деревья, вот оно метров 5, наверное, дайте, пожалуйста, совет, напишите в комментарии, не знаю, поливать, я не знаю, сколько нужно удобрения туда влить, опрыскивать, неизвестно. В общем, вам виднее, жду ваших советов и рекомендаций. Так, какой статус по огурцам? У меня тут вот прекрасная Анна как раз-таки собирает урожай маленьких-маленьких огурчиков. Захотелось прям, чтобы не выращивать до каких-то огромных бомбовозов, я их называю, а поесть маленьких и, может быть, даже сделать какие-то малосольные или маринованные корнишоны. Вот. А огурцы прекрасно себя чувствуют. Я сажал 3 разных сорта, и они действительно разные и на вкус, и по размеру, и ведут себя. Удивительно, но семена, которые я покупал в России от хорошего, дорогого производителя, показали себя в Португалии не очень хорошо, дают меньше всего урожая, развиваются не так оперативно, и подцепили они, собственно, и мучнистую росу, и паутинного клеща. Семена, которые я покупал здесь, лучше себя чувствуют. Но, может быть, проблема не в семенах, а именно, как это называется, агроделие.
Ну, пофиг. Возможно, проблема не в семенах, а в том, как я, собственно, выращивал эти огурцы. Но, возможно, местные действительно семена больше адаптированы к текущему климату. В общем, огурцов было много, мы их активно ели. Конечно, они не сравнятся с этими португальскими огромными бомбовозами. В общем, я доволен. Они у меня растут вертикально, тянутся вверх. Изначально я думал, что я буду их каждый раз опускать все ниже и ниже на веревке, но в какой-то момент забил, и они у меня плетутся по тем же перголам, где растет виноград, они уже там друг к другу переплелись, но огурцы свисают, и достаточно удобно их собирать. Вот он висит, как гроздь винограда. Я подошел, все собрал. Супер. Место для огурцов неплохое, оно не на ярком солнце, они не выгорают, листва, несмотря на то, что уже прошло много времени с момента их посадки и плодоношения, еще в адекватном состоянии. Посмотрим, что будет дальше. Да, нет, их много. Это здесь, это и вообще там децл. много, и там много. Вот я не знаю, что делать с такими малышами. Мне кажется, сильно маленькие. Мне кажется, вот те, которые показывали... Ну вот этот, кстати, норм, нет? Нет, Нет, это это надо норм. снять, это Да, надо снять, а это вот снимать. те... Не, вот- те оставь, просто те роды, оставь. да, еще мальки. Ну, те, конечно, вообще суперские, маленькие такие. Да, вот те тоже надо снять. Да. Тебе помочь? Да, я до туда не достаю. Дать ножницы? Или ты это разошел? Я буду аккуратно вот так вот рвать. У меня сегодня интересный формат выпуска. У меня работают друзья, а я разговариваю с вами на камеру. Ну, в общем, я просто решил вам показать, как это все на самом деле происходит. Зачастую я дома один, но вот всю эту неделю со мной проводят мои друзья, которые приехали помогать сбору урожая, потому что его очень много. Вот, Женя, она прекрасная, вот там ползает на стремянке и собирает сливу. У меня 2 дерева, это слива. Какая-то синяя слива, черная, красная слива. Синяя слива. Но она желтая внутри. Ну да, я так и скажу. А подвинь мне поближе, чтобы я не садила бесконечно. А, Ну, пу-пу. сюда поставь просто. Ты будешь скидывать? Да. Скидывать плохо нельзя. Они будут биты, и тогда они будут храниться. А если табуретки есть, может табуретку принести? Ну, Давай принесу. Нормально, нормально. Это я буду... Тут что, тут 2 ступеньки сейчас. вообще на участке у меня 2 сливовых или сливовых дерева. Я не знаю, как правильно, но, наверное, это не суть важно. Это черная слива, крупная, круглая, но внутри мякоть у нее желтая, очень сладкая, мясистая, косточка маленькая, мякоть от нее отделяется потрясающе. Деревья очень старые. Я, если честно, не понимаю, как они все еще плодоносят. У одного из деревьев вообще практически нет половины ствола, там прям дыра, я вам покажу. Но при этом при всем сливы крупные, ну не уж не с кулак прям, но, в общем, вот такие вот точно. Сейчас вам тоже покажу. Я думал, что они созреют еще месяц назад. Но вот месяц прошел, а они все слаще и слаще, слаще и слаще, слаще и слаще. Но сейчас уже нет возможности долго их хранить на дереве, потому что мне нужно уехать на небольшое количество времени по делам. И вот как раз таки поэтому друзья помогают. Принято решение собирать урожай, консервировать, есть, замораживать, печь персиковые пироги и, конечно же, раздавать друзьям. Я только что выключил камеру, и Женя поворачивается и говорит: ты собрался печь персиковые пироги из слив? Конечно, я имел в виду сливовый пирог. В общем, ну вы все прекрасно поняли. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Опа! Опа! Вот такой вот урожай сливы. Так, что там у нас по кабачкам? Кабачки плодоносили активно, много. Разные совершенно были сорта. Патиссоны, хочу сказать, что не очень как-то вот у меня в этом году уродились. Было, ну, может быть, 6-7 плодов, но не очень много. Кабачки, конечно же, заваливают. Я их и раздавал, и тушил, и делал рагу, и, в общем, чего с ними только не делал. А, кстати, вот недавно сварил кабачковую икру. Было
супер вкусно. Я не стал снимать вам процесс, но, в общем, поверьте, что она была восхитительна. Я добавил, конечно, чуть больше моркови, чем нужно, поэтому она получилась такая сладковатая, но вот как из детства. Кабачки себя хорошо чувствовали, как я сказал, не сильно болели, только один подхватил мучнистую росу, я быстро обработал, и все было нормально. Сейчас я обрезал часть старой листвы, нужно еще будет подрезать, вот тут есть старый листик, к примеру, да, и они уже снова начали давать новые завязи, цвести, ну, в общем, продолжаем плодоношение. Какая-то есть специальная палка, чтобы зацеплять и наклонять вверх. А я нашла какую-то, кстати, вставать. Не, ну ты даже и руками до части это достанешь. А можешь дать один пакет? Да. На фоне огорода будет сейчас вот кадры. Тут вот работает банда-команда. Так, ну что, давайте расскажу про дыньки и арбузы. Я сажал порядком 4 кустов дынь и 2 или 3 куста арбузов. Сажал, конечно же, уже поздно. Арбузы растут, но плохо. Я не думаю, что в этом году я, может быть, даже их попробую. Завязи есть, они примерно размером как с апельсин. Но я не думаю, что они вызреют. Посмотрим. Может быть, съем арбузное яблоко. Дыни чувствуют себя гораздо лучше, хорошо завязываются, завязали плоды, растут уже размером как с небольшую такую тыковку, мячик. Они, в принципе, не должны быть большими. Поэтому на дыни я рассчитываю, все получится. Ухода за ними не было никакого, кроме как полив и иногда обработка удобрениями. Я тут перед тем, как снять вам эти кадры, решил попробовать перец. Ой, какой он жутко острый, поэтому я либо могу быть красным, либо сейчас путаться в речи, потому что очень печет. В общем, томаты, как вы видите, они теперь вот на таких опорах. Ролик, как я это устанавливаю, вы чуть позднее. Томаты растут хорошо. Как вы помните, сажал их достаточно поздно, поэтому они уже росли при температуре плюс 38. Плодоносят. Урожай я пока еще не собирал. Томаты... Меня тут сливами кидаются, простите, я тут отвлекся. Меня хотят тут видимо, устранить. Томаты завязывают плоды, но достаточно плохо. Завязи у чериков, где много сразу соцветий, опадают в большей степени, потому что при такой температуре говорят, что пыльца томатов становится стерильно и просто плод не завязывается. Я не знаю, насколько это правда, но хочу сказать, что так именно и происходит. В целом чувствую себя неплохо. Я периодически делаю обработки фунгицидами или биопрепаратами от болезней. Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Я не ожидал, что будет какое-то там громадное количество урожая меня им завалит в этом году, но в целом все неплохо. Относительно перцев после нашествия кабанов они восстановились. Начали выдавать боковые побеги, даже цвести и уже плодоносить. Все супер. Я тогда их обработал комплексным удобрением. Прости. Да, все нормально. Я тогда обработал их комплексным удобрением, и они нормально чувствуют себя. Баклажаны тоже выдали боковой побег. Там вот получается у них
центральный ствол был перекушен от нападения кабанов, и они выдали боковой и тоже начинают развиваться. Я не думаю, что получится очень много баклажан, но думаю, что 1, 2, может быть 5 я в этом году успею вкусить и попробовать. Также стоит сказать про томаты, что у них была нехватка кальция, была вершинная гниль. Я обработал препаратами с кальцием, и стало все хорошо. Сейчас нужно будет убрать все плоды, которые были подвержены этому заболеванию, нехватке вот кальция, и дальше уже вроде должно быть все неплохо. Запутались все. Переплелись. Про забор от кабанов. Многие тоже писали, спрашивали, ну что, эти свиньи приходили снова к тебе на участок, снова все разрыли? Нет, не приходили. Отлично, меня это радует. Я не знаю, что конкретно помогло. То ли забор, то ли специальное средство с запахом, которое отпугивает диких животных, то ли то, что я специями посыпал все мои растюшки. Не знаю, но забор на месте, его не выломал никто, хотя писали, что его сразу же с разбегу кабан сломает, вот прям здесь разбежится и насквозь через весь участок пробежит. Кабаны в целом по-прежнему приходят через дорогу, вот где я показывал, где они там бродят, ищут еду, они по-прежнему там тусят, тусуются. Я иногда вечерами за ними наблюдаю, но здесь больше никого не было. За территорией моего участка, то есть тут там по-прежнему все разрыто, то есть они там ходят, но ко мне больше не заходят. Супер, но понятно, что в будущем году нужно будет делать какое-то системное решение, не такое страшное из вот этого профнастила. Возможно, это будет сетка рабица. И симпатично, не очень заметно, и главное, надежно. Решил присесть здесь у самого, на мой взгляд, вкусного винограда, который есть на моем участке. Это красный вот такой, черный виноград точнее. Я уже подобъедал все, что было супер спелое, но вот давайте какой-нибудь один возьму вот здесь. Он мускатный. Вкус просто восторг. Я очень люблю вот такой мускатный. Вот действительно похоже на мускатный орех. Вот там труд, к примеру, в бешамель, в лазанью. Восхитительный. Мне кажется, вино из такого винограда очень вкусное. Но я его просто ем. Ну и тоже присел у другого здесь винограда. Этот виноград напоминает чем-то тайфи. Вот такой знакомый сорт для меня. Я не знаю, на самом деле, тайфи это или не тайфи. Сейчас какой-нибудь сниму. Вот такой вот. Очень сладкий, крупная ягода. Я думаю, что если бы я ухаживал за ним, он бы, конечно, выдал ягоду гораздо крупнее, потому что иногда, когда хожу на участке, встречаю кусты этого винограда, где там, к примеру, одна гроздь, и там, конечно, они прям очень крупные, вкусные. Но этот виноград не винный, очевидно, это вот десертный, его есть, у него мало косточек, восторг. Тут у меня растет апельсиновое дерево. Апельсины уже такие, достаточно крупные, вот, примерно вот такого размера, такие шарики. Опять же, весной, в марте, когда я участок этот покупал, из цитрусовых были только лимоны и мандарины вот на большом дереве. Мандаринов на маленьком и вот апельсинов не было. Сейчас же все дерево полностью усыпано плодами. Кстати, лимон тоже уже практически закончил отдавать плоды прошлого сезона, активно наращивает новые плоды, и думаю, что уже ближе к зиме у меня снова будет лимонное дерево, полное цитрусовых. Грушевое дерево, груша, чем-то напоминает смесь дюшеса и конференции.
я бы сказал, дюшес по форме, расцветка и вот такая, может быть, даже фактура, да, вот самой груши напоминает чем-то конференцию. Я удивлен. Дерево тоже очень старое. И, честно, не было у меня на него каких-то больших надежд, ожиданий от него. Но все усыпано плодами. Крупные груши, а им еще и расти. Их только можно, наверное, в сентябре будет собирать, потому что они такие достаточно твердые. Я в восторге. Буду просто делать грушевое повидло, не знаю, есть, замораживать, сушить как снеки. Вообще восторг. Про виноград. Я не буду вам показывать весь виноград, который у меня растет. Его очень много. Просто вот сейчас там вставлю кадры разных сортов, размеров. Часть винограда можно начать собирать уже сейчас. Тот, который зрелый, сладкий. В основном это белый. Да, но и, кстати, черный тоже есть уже спелый сейчас. Я напомню, что конец августа. Но сосед сказал, что вообще собирать его лучше в сентябре. Тогда он наберет больше сахара в себя. И для вина будет самое то. Ну, я же просто ем с куста, стою, срываю какую-нибудь гроздь и сижу, наслаждаюсь пейзажами. И как семечки, как я и сказал, закидываю в себя этот виноград. Хоть я и сказал вам, что я не буду показывать весь виноград, но вы посмотрите только на это. Вот эта гроздь вот еле в ладонь помещается. Вообще, что это такое? Я до этой части участка вообще практически не доходил, ничего здесь не делал. Он болел, но выдал потрясающие вообще плоды, потрясающие грозди ягод. Я в восторге. Тенек плюс. Жарко тут. Иди клёш. Про оливковые деревья. Я наконец-таки их посчитал. У меня порядком 29, может быть, где-то обсчитался 30 деревьев. Вот таких вот шикарных. Они все усыпаны оливками. Тоже пообщался с соседом. Нужно будет их собирать примерно в середине декабря. Он сказал очень верный знак. Вот как только ты услышишь, что по деревне ездят машины, трясут деревья, это знак для того, чтобы начинать сбор урожая. Рассказал технологию, рассказал, куда пойти в деревне, где отжимают масло, рассказал, при какой температуре. Но я думаю, что ближе к делу я уже к соседу обращусь за помощью. Он мне поможет, поэтому впереди меня ждет консервация, отжим масла. Восторг. Вот такой вот статус участка, огорода и сада на текущий момент. В целом я более чем доволен, потому что трудов и усилий я вложил не так много. Результат достойный. Понятно, что допущено очень много ошибок. Понятно, что можно сделать лучше, получить урожая больше, он будет качественней. Но, как я сказал, это первый год, и в целом моя главная задача была не упустить этот сезон, хотя бы что-то вырастить, хотя бы немного насладиться плодами, вкусом, овощами, фруктами,
Португалии. Получилось неплохо. Впереди меня ждет переработка урожая винограда, оливок. Надеюсь, и большого урожая томатов. А вам большое спасибо за просмотр, за поддержку. И не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Мне правда очень ценно. Спасибо и до новых встреч!